Фасады старого домика совсем подгнили, и лакокрасочное покрытие выгорело. Краска начала шелушиться и слезать. Ремонтировать тут уже нечего, и было принято обшивать дом новым фасадом, и только из дерева, и никакого пластикового сайдинга. Тем более сейчас доступно много разных средств для защиты древесины, качественных, которые с годами не облезают, не шелушатся и при правильной подготовке и нанесении защищают дерево на довольно большой срок, сохраняя его цвет и поверхность. Вот и я решил использовать немецкое масло для деревянных фасадов, но об этом позже и в другом ролике. Материалом фасадов я выбрал имитацию бруса. Для ее крепления была смонтирована обрешетка из брусков 40 на 40 мм по всему периметру дома. Расстояние между брусками составляет 600-800 мм. Брусок лучше брать равносторонний для того, чтобы при монтаже, в случае если брусок повело или есть какие-то дефекты, его можно было спокойно перевернуть другой стороной. Так как домик является летним, минватой я решил не утеплять. Соответственно, делать пароизоляцию не было никакого смысла. Также обращу внимание, что при монтаже обрешетки обязательно делаем рамку вокруг всех окон. Не советую покупать заранее всю партию брусков на все стены, так как их может повести, пока вы будете делать одну из сторон дома, а некоторые из них могут превратиться в откровенные дрова. Цоколь дома я решил не перекладывать, а обшить цокольными панелями с имитацией под кирпич. Под них также была собрана конструкция из брусков, а сами панели просто прикручиваются саморезами сверху и снизу и стыкуются между собой. При монтаже на саморезы нельзя закручивать их до конца, должен остаться небольшой ход панелей для свободной деформации при перепаде температур. Вот так все это выглядит, панели и завершающий внешний угол. Входная дверь также будет заменена на деревянную из массива и покрашена тоже немецким маслом. Впоследствии я пожалел, что купил дверь из массива, а не сделал ее сам, но об этом я расскажу позже. Дверной замок и личина 80-х годов, но он хорошо и мягко работает по сей день, поэтому я его решил пока оставить. Впоследствии он был разобран, смазан и перенесен на новую дверь. Вернемся к имитации бруса. Ширина моего составляет 140 мм. Был рассчитан метраж дома, необходимого для обшивки, и из этого расчета было закуплено нужное количество 6-метровых досок. Пришлось долго ездить и искать подходящий пиломатериал сорта АБ, то есть смешанный сорт, и его предлагают большинство производителей. Сорт А я не встречал, это то же самое почти что и экстра, но цена на него, без дефектов и сучков, была бы просто космической. При выборе погрузки советую вам присутствовать на месте и при возможности выбирать то, что вам грузит, а то при распаковке уже на объекте можно просто обнаружить кучу откровенного брака, а сортом АБ там может даже и не пахнуть. Но при всем этом нужно все равно брать в запас примерно 10% материала от всего объема, так как сразу вы не сможете все равно все разглядеть, и какие-то дефекты или брак все равно будут. Когда пиломатериал закуплен, его нужно проложить через прокладки равной толщины, чтобы не было провисания между ними, и укрыть темным материалом, который не пропускает свет, так как от солнечного света доска сразу же начинает темнеть. Можно видеть, там где лежал кирпич, дерево светлое, в остальных местах уже потемнело. В моем случае это было не особо важно, так как для подготовки дерева под масло делается шлифовка ленточной шлифмашинкой, и все это уходит, и цвет все равно выравнивается. Подготовка поверхности досок является обязательной процедурой перед нанесением масла, для того, чтобы масло лучше сцепилось с деревом. Правильная подготовка поверхности необходима в зависимости от задач. Мебель это полы или наружная отделка. Для подготовки фасадов производители масел рекомендуют шлифовку сотым или 120-м зерном вдоль волокон древесины. Также такая подготовка усиливает контраст и цвет наносимого продукта. Для подготовки материала были собраны вот такие подставки, которые в свою очередь скреплены вверху между собой досками, которые выполняют функцию рабочей столешницы. При шлифовке досок ленты от машинки забиваются смолой, но прочистить их нет никакой сложности, это делается обычной корщеткой. После шлифовки необходимо сдувать компрессором или хорошо сметать пыль с поверхности, так как остатки могут плохо повлиять на сцепление масла с поверхностью. При подготовке досок я советую сразу по возможности прикинуть и пометить, какой материал куда пойдет при монтаже, чтобы потом
у вас не осталось коротких, сучковатых, с трещинами досок на лицевую сторону дома или вообще не пришлось сращивать доски, длины которых не хватило. Также желательно сделать навес или освободить еще одно рабочее место в гараже, чтобы на улице вам не смогли помешать плохие погодные условия. А лучше выделить сразу несколько рабочих мест для разных операций с материалом. В одной зоне вы будете шлифовать, в другой красить и сушить материал. Да, и кстати, очень удобно заранее красить имитацию бруса, затем монтировать уже готовый материал на фасад. На этом видео подходит к концу. Постарался рассказать некоторые важные моменты и то, с чем мне пришлось столкнуться на данном этапе. Думаю, они вам помогут. А в следующих видео я расскажу о входной двери, монтаже и окраске имитации бруса, установке оконных и цокольных отливов и еще много интересного и полезного. Следите за новыми видео. Всем удачи в строительстве и ремонте.